Друзья, приветствую вас на канале Русторез, где мы помогаем вам изучать русский язык по коротким рассказам. Меня зовут Андрей, и сегодня я прочитаю для вас рассказ от лица девушки про редкое, но очень интересное увлечение. Итак, поехали. Кто-то после развода идет на танцы, кто-то лепит из глины. Ну а я пошла стрелять из лука. Полагаю, это классическое женское поведение. В период перестройки своей жизни искать новые хобби, увлечения, да и в целом пересмотреть свой подход к свободному времени. Мне лично очень захотелось некой физической активности. На стрельбу из лука меня вдохновила последняя поездка в Карелию, где мне очень понравилось стрелять в лучном тире. По приезде домой я нашла подходящий тир и решила попробовать стрельбу из лука в качестве хобби. Я думаю, суть стрельбы из лука объяснять никому не нужно. Все и так все понимают. Расскажу некоторые моменты, которые я не знала до того, как начала стрелять. Обозначу сразу, что я новичок и пишу на основе опыта в конкретном тире. Может быть, правила и подход к обучению в разных заведениях различаются. Существуют три типа луков: традиционные, классические или олимпийские и блочные. Сначала всех новичков ставят на классические луки. Классические луки – это луки с прицелом. С прицелом я как-то не подружилась, поэтому перешла на традиционный лук, где прицел отсутствует. Представить в общих чертах традиционный лук просто. Любой исторический фильм, где стреляют из лука, поможет вам составить представление, о чем идет речь. Луки бывают левосторонние и правосторонние. Вроде кажется, что для левшей и правшей, но все не так просто. Тут важен еще и доминирующий глаз при прицеливании. На первом занятии с нами провели мини-тест на доминирующий глаз. Я так понимаю, чаще всего у стрелков доминирующий глаз совпадает с доминирующей рукой. Но бывают случаи, когда правшам приходится стрелять из лука, удобного для левшей, и наоборот. Если говорить об амуниции, то ничего особого не требуется. Только спортивная обувь и спортивная либо повседневная одежда, не сковывающая движение и не слишком свободная, чтобы не зацепиться. На руку, которая держит лук, надевается крага. Она выдается в тире. Это защита, чтобы тетива при выстреле не ударила вам о руку. На пальце рабочей руки, та, которая натягивает тетиву, надевается напальчник. Они выглядят по-разному.
Где-то они представлены по типу перчатки с 3 пальцами, где-то кожаная пластина. Эта штука также выдается в тире. Цель напальчника – не намазолить себе пальцы. Без него через пару часов стрельбы пальцы вы чувствовать перестанете. Вязочка. У нас был самый простой вариант – шнурок. Плоский, но не скользящий шнурок. Нужен, чтобы закрепить лук в руке и удержать его после выстрела. Крага и вязочка на правой руке, напальчник на левой. Скажем так, до первого занятия я думала, что важно научиться прицеливаться и дело в шляпе. Но нет, все оказалось гораздо сложнее. Важно не только правильное прицеливание, но и правильная стойка. Стойка для меня оказалась очень сложным этапом. Тебе нужно следить за положением ног, рук, плеч, подбородка, корпуса одновременно. Да еще и прицеливаться в этот момент. Мозг немного ломается порой. Первое время было еще страшновато натягивать тетиву так близко к лицу. Казалось, что я себе заеду в глаз, нос, щеку. А если что-то пойдет не так, то еще и глаз стрелой выколю. Но это быстро прошло. Спасибо тренеру, который терпеливо нам объяснял и показывал, как правильно делать. Что касается травм, то если следовать наставлениям тренера, они маловероятны. Иногда при долгой стрельбе у меня ныли мышцы рук и немного болела спина. Но все быстро приходило в норму. Бывало, что у меня оставались синяки от вязочки, но это уже моя чувствительная кожа, склонная к синякам, виновата. Теперь пару слов о самой организации стрельбы. В тире все организовано четко и в соответствии с правилами техники безопасности. Стрелки встают на линию, только после этого лук можно зарядить, предварительно удостоверившись, что в зоне мишеней никого нет. Заряжаются луки. Стрелки производят по 3 выстрела каждый, и луки убираются. Когда все стрелки закончили стрельбу и отошли от линии, можно идти и доставать стрелы из мишеней. Стреляли мы на разных дистанциях, от 3 до 18 метров. Насколько я помню, в закрытых помещениях на большие дистанции и не стреляют. Стреляли мы в основном в мишени на щитах. Теперь несколько слов о стоимости и расходах. Лук, стрелы и амуниция выдавались в тире. Я покупала месячный абонемент за 6000 рублей. Либо можно было выбрать разовое занятие. Оно стоило 1000 рублей на 2 часа. Поэтому выгоднее, конечно, было покупать абонемент. Абонемент включал в себя и тренерское сопровождение, то есть каждое занятие
мы могли рассчитывать на подсказки и помощь тренера. Скажу сразу, для похудения такая активность малоэффективна. А вот для улучшения осанки, координации, выработки терпения и концентрации самое то. Ходила я в основном с подругой, но иногда и одна. С подругой мы успевали пообщаться между выстрелами. А когда я была одна, то просто погружалась в свои мысли, расслаблялась и перезагружалась. В целом, стрельба из лука стала для меня очень полезным и интересным опытом. На данный момент в связи с переездом в другой район мне стало очень неудобно добираться в тир, поэтому занятия я забросила. Но не исключаю, что возобновлю их снова. И всем советую хотя бы попробовать стрельбу из лука. Вы не пожалеете. Друзья, вот такие впечатления девушки о, я бы сказал, несвойственном для девушек занятии, увлечении. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!